Полина и шоу-ньюс. Ноябрь в игровой индустрии ознаменовался выходом сразу 3 убийственных релизов, так что нам с вами вряд ли придется скучать зимними вечерами. На прошлой неделе состоялся выход 5-й части стелс-экшена Hitman. Как всегда, в роли агента 47 нам придется выполнять самые каверзные и опасные задания, ценой которых будет человеческая жизнь. Игра получила новый движок, а также ставшую теперь уже модную систему достижений, которую смогут выполнять только самые аккуратные и хладнокровные виртуальные убийцы. Что касается геймплея, то здесь все должно быть в порядке. 47-й благодаря различным предметам может свести шансы быть пойманным до минимума. Например, переодевшись в копа, обязательно купите коробку с пончиками, и вас примут за своего. Кроме стандартного стрелкового оружия, в игре можно будет уничтожать цели с помощью подручных средств. Данному аспекту проекта уделяется особое внимание, ведь именно такие фишки заставляют получать удовольствие от старой серии с новой силой. Игра уже доступна в сервисе Steam, так что примерить на себя шкуру убийцы можно всего за $20. Вторым событием, но никак не по значимости, является выход 3-й части исторической саги Assassin's Creed. В этот раз нас ждет неравный бой с американскими колонистами, которые никак не ожидали, что поджог деревни главного героя впоследствии окажется для них роковым. Антуражем для игры были выбраны настоящие американские города Бостон и Нью-Йорк с поправкой на 18 век. Благодаря обновленному движку Anvil наши враги станут более смертоносными, так что защищаться для галочки уже не получится. Приятно, что теперь, дабы сократить свой путь, мы сможем пробегать сквозь стены ничего не подозревающих жителей. А сцены в зимнем лесу, несомненно, порадуют блюстителей демократии, любителей стелс и диких животных. Кроме того, встречи с историческими личностями вроде Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и Чарльза Ли помогут многим из нас подтянуть по части истории. Издание проекта будет представлено аж 4 штуки: стандарт, спешл, Freedom, Joy or Die Edition. Каждая со своими интересностями и вкусностями. Если вам этого покажется мало, то отправляйтесь в магазин за 3-й частью боевика Far Cry. Продолжение серии о злоключениях простого парня Джейсона Броди на райском острове разрабатывалось сразу 3 студиями компании Ubisoft. Что касается сюжета, то он довольно банальный. Мы попадаем на остров, кишащий различного рода бандитами, которые захватили нас в плен, даже не подозревая о том, что в наших жилах течет кровь Рэмбо. За графическую составляющую игры отвечает переработанный движок Dunia Engine, что позволяет без каких-либо проблем насладиться открытым миром игры, расстреливая других игроков в любом из понравившихся режимов. Что касается кооператива, то нам дадут возможность поиграть с бесшабашными представителями различных стран, где нашлось место и русским. Одновременно совместное прохождение доступно максимум 4 игрокам. Но главное, нам обещают по-настоящему командную игру. Вроде ситуации, когда необходимо, чтобы одни расчищали завал, а другие в этот момент прикрывали напарников на линии огня. Позднее Ubisoft планирует выпустить редактор карт. Тогда и забавных миссий у данного режима точно прибавится. Еврогеймер поставил Far Cry 3 оценку в 100 баллов, так что сомнений в целесообразности покупки не возникает. Случилось страшное. К нашему большому сожалению, на финалах ВЦГ 2012 в Китае представлять Россию в дисциплине Dota 2 оказалось некому. Причин такому повороту событий несколько, но в целом всему виной безответственность игроков. Проблемы начались в тот момент, когда московская пятерка, которая уже принадлежала слоту финала, скоропостижно распалась ввиду внутренних проблем. Далее слот по праву перешел в руки Микса Garage Game. Такой исход событий казался логичным и вполне устраивал болельщиков российской сборной. Но в конце концов игроки данного коллектива не смогли найти в себе желание и силы для устранения накопившихся проблем. Сначала казалось, что у главы отсутствует загранпаспорт, следом появилось сообщение о том, что по различным причинам Китай не смогут посетить Smile Lost и скандал. В сложившейся ситуации остается болеть за сборную Украины. Команда с оригинальным тегом «Ласички»
состоящую из 2 игроков Нави и 2 представителей Empire. А сомкнуть грозную пятерку был призван ДК Фобос. Напоминаем вам, что финальная часть ВЦГ 2012 состоится в китайском городе Куньшань с 29 ноября по 2 декабря. В рубрике Na'Vi Insight мы будем рассказывать вам о самых интересных событиях, связанных, правильно, с Na'Vi. Мы будем информировать вас о тех шагах, которые только планирует сделать НАТО Свинцы. Также мы будем рассказывать о самых необычных секретах игроков Na'Vi. В дебютном выпуске нашей передачи речь пойдет о расширении составов клуба. В новом году киберспортивный клуб планирует подписать сразу 2 состава. Ранее Na'Vi уже заявляли, что планируют подписать подразделения по League of Legends и StarCraft 2. В направлениях этих дисциплин уже предпринимались шаги, оказавшиеся неудачными. Причины, послужившие такому решению, банальны. Команде уровня Na'Vi нужны результаты, которые составы не показали на протяжении довольно долгого периода времени. А иметь состав для галочки, рожденные побеждать, не привыкли. Сейчас же в команде рассматривают еще одну дисциплину – шутмания. Итак, какие же 2 состава из 3 дисциплин выберут Na'Vi? Ответ на этот вопрос мы постараемся выяснить и сообщить вам в одном из следующих выпусков. А пока советую вам более пристально следить за официальными страничками команды в социальных сетях и ждать новые выпуски Show News. С вами была Полина. До скорого! Если вам и этого покажется мало, то отправляйтесь в магазин за 3-й частью боевика Far Cry. Предложение... Так. Я это вот. Я могу только выговорить. Не могу. Сами дома. Я сказал.